Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Лесты, да, и, соответственно, у нас сегодня на обзоре ПТ-САУ немецкая проходная прокачиваемая ветка 5-го левела, штук 3G. Вот такой вот красавчик, да, сегодня у нас полноценный гайд и обзор по этой машине. И сразу же предлагаю отправляться смотреть бронирование Штуга. Погнали! Итак, Collision модель Штуга, у нас как бы единый корпус, но мы разнесем на НЛД, ВЛД и давайте быстренько пробежимся. НЛД 85, угол наклона не самый лучший, но в любом случае анти-СТ броня факт. ВЛД нифига себе уже 115, вот эта вот часть рубки 80, люк мехвода 52, вот эта красная зона вокруг люка мехвода, да, 50, здесь вот эти зоны над ними 58, но система пишет рикошет, потому что есть хороший угол наклона. Вот. Маска орудия, кругляк вокруг пушки 108. Маска орудия сама там в районе 200. Вокруг маски орудия 100. Есть местами щели в 50. Вот эти краевые щеки рубки 36 и люк мехвода у нас 30. Вот. Боковое бронирование там 30-ка, нас это мало интересует, потому что у нас углов горизонтальной наводки не хватит, чтобы играть от борта. Поэтому самые крепкие части Штуга это НЛД, ВЛД, вот эта вот штучка. Маска орудия в любом случае сюда, это последнее место, куда надо стрелять. Ну, вы всегда будете другие части корпуса видеть, поэтому в маску орудия Штугу вообще не стреляйте. Вот, и вот в эти части тоже, потому что рискуете даже с хорошим бронепробитием не пробить, получить рикошет, потому что хороший угол наклона. Вот, стреляйте в люк мехвода, стреляйте вот эти боковые щеки, если бронепробитие ближе к сотке, уже, конечно же, и сюда, и сюда, и сюда. Но маска орудия и вот эти две детали лучше не стрелять. Вот такое бронирование. Так, с броней разобрались. И, кстати, первая цифра секретного кода цифра 8. Давайте теперь поглядим основные модули. Нам предлагает сначала вот эти две пушки откроем. Сток мы в самый край поставим. И вот это со стока по прямой линии идет. Это пушка-фугасница, вот, с малым бронепробитием. Заряжается достаточно долго. Вот, точность орудия вообще никакущая, да. И хочу сказать, очень медленная скорость полета снаряда. Нас эта пушка, вот это, не интересует. Дальше смотрим. Вторая пушка, которая предтоповая, да, 5-го левела. Отличие в бронепробитии, отличие в точности чуть-чуть. Ну, честно говоря, уже на Штуге играл, помню, как его прокачивал. Господа, вот на стоковой пушке, в принципе, можно начинать играть на этой тачке, да, и постепенно прокачивать все остальное. Гнаться за свободный опыт прям на стоковое орудие садиться, ну, наверное, не стоит. Нас, конечно же, интересует вот это топовое орудие с альфой 135 бронепробитие, 150, 194 на голде. Заряжается 4,5 секунды, ДПМ 1800, хорошая точность 0,33, комфортное время сведения. Все, по пушке разобрали, Штука играется вот на этом топовом орудии. Вот это неинтересно, это тоже. По поводу рации, понятно, что здесь у нас 310 метров, здесь у нас 415. Немного да прибавить. Жалко, что здесь у нас нет каких-нибудь 500-600 метров, но, к сожалению, так. По поводу двигателя. 320 лошадей, 440. Как минимум процентов 20, либо даже чуть больше подвижности даст, чтобы менять позиции и прочее. Обязательно качайте. И топовая ходовая. Скорость поворота 47, здесь у нас скорость поворота 39. Господа, аж целых 8 градусов в секунду вам прибавит, вам просто прибавит, поставив топовую ходовую. Обязательно качайте, обязательно. С топовой ходовой Штук на месяц крутится просто как юла. Так, с модулями разобрались. По оборудованию. По дефолту всегда ставите досал, а вот дальше начинаете играться как кому что удобнее. Мне удобнее на него поставить малошумную систему выхлопа, да, не маск-сеть, потому что, ну, чтобы на месте крутиться и с меня не спадала эта маск-сеть,
поможет вам малошумка, да. Я бы поставил бы рога, может быть, да, но у меня малошумка. Короче, вот комплект ставится малошумка плюс просветленка. И это нам дает, можем светить в движении менее заметных. Кто играет чисто в кустах, чисто неподвижно, ставьте тогда маск-сеть и стереотрубы к досалу. Вот такая комплектация, я думаю, нормально будет. По снарядам. ББХ у нас летит комфортный 925 метров в секунду. Вот, а вот голда подкол летит 1156, что очень комфортная скорость полета снаряда. Снаряжение ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический. Я так вообще доп-паёк поставил шоколадкой, угостил членов 4 экипажа нашего. Перки вы, кстати, сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам и минусам танчика, да, по пушке у нас есть минимально комфортный минус 7, все good, у нас хорошая точность, у меня экипаж на 100% не переобучен на эту машину, но извините, все равно 0.31 есть, а был бы экипаж выкачан, был бы 0.3, хорошая точность, хорошая. Заряжается пушка 3.81, а могла заряжаться там 3.72. Ну, ребят, меньше 4 секунд КД. По ХП 460, и это слабое звено данной ПТ-САУ. Да, ХП мало. Тут даже и говорить нечего. По мобильности, в принципе, все нормально. 40 вперед, 10 назад. Почти 19 лошадей на тонну. Она достаточно бодро ездит. Не сказать, что летает, но чтобы поменять позицию, переехать с одной стороны карты на другую, данной подвижности вам вполне себе хватит. По незаметности. И вот он самый жирный плюс данной ПТ-САУ. Ребята, на малошумке. Экипаж у меня, кстати, вкачан перк незаметности. У нас 49-49. Ну, почти 50% незаметности. Ну, это просто суперская незаметность. Вас в упор светить не будут, даже если вы без кустов будете стоять. По обзору 355 метров. Сколько у нас там штраф, кстати? Минус 2 метра, пофиг. Так был 357. Пойдет. Конечно, не как там на стереотрубах было, наверное, где-то 380 или даже 400 метров. Пофигу, мне достаточно. Самое главное, незаметность. Вот. Ну что, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, подергаем за рычаги, посмотрим, на что, собственно, штук 3G способен в современных катках. Погнали. Так, попали на старую гавань. Попали против пятых левелов. Одна ЛТшка у них, да. У нас обзор боем штук 3G. Пятый левел, немецкая. ПТшка, да, проходная прокачиваемая ветка. Прям хочу прокатиться, потестить. Невероятная незаметность, там под 50%. Вообще не светимся, да. И это не маск-сеть, не спадает, можем крутиться на месте. Вот, но при маск-сети немножко в сторону на шасси крутанулись, незаметность спала, а у нас на малошумке нет. Все, едем тестить, хочу. Все, на месте крутится, прям, вот смотрите, как на месте. Раз, никакой нам УМП не надо. Все. Подвижность, конечно, турбинку бы, ну ладно. Прям хочу все и сразу, да. И незаметность, и обзор, и подвижность. Губу раскатал. Да, подвижность, конечно, не самая лучшая, но менять позиции, в принципе, достаточно, я считаю. Так. Ну, в принципе, едет неплохо, ладно. Едет неплохо. Как он на месте крутится, мне прям нравится. Просто моментально разворачивается. Закрутить, закружить эту тачку, в принципе-то невозможно. Кустик встал. Примерился, да.
Так. Пушка ни хрена не гнется, это да. Так. В наглую стою и не свечусь. Видали, ребят, какая незаметность? Так, поменяем скорость полета снаряда на еще более лучшую. Ух ты. Кто тут приехал? Какие люди? Да, сейчас меня пылесосить начну. Так, ну ЛТшку убили, можно себя уже понаглее вести. Даже не засветила меня. Т-67, охереть. Вы понимаете, насколько крутая у нас незаметность? Вот. Сейчас мы будем получать. Нет, не будем. Мы спрятались. Оп! Чё, воины? Откатываем, откатываем. Тихо, тихо. Тихо, надо их убивать уже, ребят. Слышь ты, на своем говнище. Да что же тортовод делает-то, а? Так, ну 700 настреляли, все, имба, качать всем. Надо вперед уже ехать, что тут. ХП у нас есть, стесняться. Умер. Идиот. Да что такое? Вот, пробили. Ой, не попали. Не пробили. Все, ладно. Ну, ребят, 850. Ну, нифига себе. Имба. Шучу. Не, ну суммы-то, сайт насветили 263, 850 настреляли.
К арте мы уже не успеем, ее без нас убьют. Но в любом случае косарь 100 сделали. 2 своих хп. Все. Да? Да. Комфортная ли ПТшка? Конечно, с такой незаметностью, с таким обзором. Мы просто боги практически. Да, но первое, это, конечно, незаметность. И писать, как на месте крутится, до сих пор в шоке. Комфортно ли играть на этой ПТ-САУ? Да. Будете ли вы получать удовольствие, ну, учитывая незаметность, и будете в лоб просто врагов расстреливаться и не светиться? Да. Ребята, кто только сейчас проходит, так сказать, данную ветку, катается на этой ПТшке, вот 4-е место по урону заняли. Пишите свои комментарии, как вам данная ПТ-САУ, зашла, не зашла. Вот. Какое вы на ней используете оборудование. Да. И, кстати, секретный код, 3-я цифра, это цифра 6. Вот. Пусть будет 6, да. Пишите свои комментарии по данной машине. Прожимайте лукасы ваши жирные, танковые. Вот. Мы этой ПТшке по 5-бальной системе как минимум, ну, наверное, твердую 4 ставим. Потому что, ну, мне она всегда нравилась. И сейчас, в данное время, тоже не исключение. Хорошая, комфортная ПТшка. Можете получать. Да, у нас не крутится рубка. То есть мы крутимся вместе с рубкой на ходовой. У нас единый корпус. Но все равно вы видели, как она на месяц крутится. Поэтому никаких здесь вопросов скорости горизонтального наведения, я думаю, у вас не будет возникать. Все, ладно, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.